Друзья, всем привет! Ну что, сегодня мы с вами продолжаем становиться профессиональными продуктовыми дизайнерами, и даже если вы мало занимаетесь дизайном, то наверняка вы слышали о том, что существуют библиотеки компонент, которые могут вам довольно сильно упрощать жизнь, когда вы строите какой-то фронтенд или интерфейс, или даже веб-сайт. Одна из самых популярных библиотек — это, конечно же, ShadCN, то есть она используется в массе продуктов, включая даже интерфейс OpenAI. И, в принципе, это решение, которое позволяет вам внедрить очень классные лаконичные интерфейсы в ваш продукт и даже использовать различные динамические компоненты, которые чаще всего работают прямо из коробки. И сегодня мы с вами научимся строить полноценные интерфейсы для приложений, буквально за считанные минуты, инструктировать правильно нейронку для того, чтобы она вам отдавала крутейшие результаты буквально за пару промптов. Это не кликбейт, это реальность. Так что, если интересно, лайк, коммент, подписка, ну и смотрим до конца. Мы с вами уже какое-то время назад говорили про то, каким образом можно создавать крутые дизайны. Поэтому, если вы не видели то видео, то поищите его. Я думаю, оно вам тоже сильно понравится. А сегодня мы с вами поговорим не просто про ShadCN, а еще и про MCP сервер, который разработчики этих компонент довольно давно уже выкатили и регулярно обновляют. Вы можете сказать, что MCP сервер это вещь понятная, мы давно ими пользуемся, но недавнее обновление MCP сервера ShadCN привнесло очень крутые штуки. Например, они привнесли такие штуки, как регистры. Регистры позволяют не только вам читать сами компоненты ShadCN, но и различные сторонние библиотеки, которые основываются на ShadCN, и таким образом разными командами получать к ним доступ, понимать, каким образом они имплементируются, просить их сразу имплементировать, смотреть на полученные результаты. На самом деле это очень круто. Для того, чтобы у нас все это работало, нам, конечно же, понадобится какая-то среда разработки. Мы с вами сегодня будем использовать курсор. Если у вас есть Claude Code или вы просто работаете на VS Code, то здесь есть инструкции. Все вот эти ссылочки и ресурсы, которые мы сегодня используем, я прикреплю в бесплатную телеграм-группу, она будет внизу в описании. Ну а мы с вами должны перескочить в курсор. Курсор у нас выглядит простейшим образом. Мы с вами уже много раз с ним работали, и вам потребуется открыть курсор в каком-то пустом каталоге. После этого вам нужно будет засетапить новый проект. Вы откроете ваш чат с агентом и напишите что-нибудь типа такого. Засетап мне новый Next.js проект с нуля, добавьте туда поддержку Tavily и ShadCN. Это классика. После этого вы нажмете Enter, обязательно проиндексируйте свою базу, и очень быстро вам агент создаст вот такую структуру вашего проекта. Мы с вами будем создавать Next.js приложение. В принципе, нам нужен React или Next.js. Давайте делать на Next.js. И, в принципе, в зависимости от того, какая у вас есть среда разработки, устанавливаем наш MCP-сервер ShadCN. Забираем эту команду и запускаем эту команду. У вас очень быстро установится ваш сервер ShadCN. Как это проверить? Вы должны будете пойти в настройки, открыть курсор Settings, перейти на вкладку Tools and MCP и видеть, что здесь у вас есть ShadCN, он запущен и работает. И у него уже есть несколько инструментов. И обратите внимание, что они все про регистры, что, в принципе, очень круто, потому что эти инструменты позволяют нам читать регистры. Первый умолчательный регистр — это, естественно, сами компоненты ShadCN, но еще можно добавить регистры других компонентов. Я сделал вот небольшой ресерч и нашел сайт, который называется Registry Directory. И, в принципе, здесь совсем немного этих директорий, но есть, на самом деле, очень крутые. Наверное, самая популярная директория, которая строится на ShadCN, это Asernity UI. Здесь вы можете увидеть уже некоторые сборки компонентов, которые работают на основе ShadCN. Здесь есть крутые анимации, крутые шаблоны. Нам такое понадобится. И, в принципе, вы тут можете поискать какие-то регистры, которые вам понадобятся. Я вот, например, для этого примера поставлю сразу два. Каким образом они устанавливаются? Это, в принципе, какая-то оказалась нетривиальная задача, потому что в документации очень плохо это описано. Но если прям захотеть, можно найти конкретные кусочки документации, которые нам нужны. Самое главное, что нам нужно знать, это само описание в документации ShadCN, каким образом добавляются регистры. Мы видим, что они добавляются вот таким образом. Нам единственное нужно найти сами прямые URL до этих регистров и уже вставить к себе в код, куда именно они должны вставляться. Если вы перейдете обратно в ваш курсор или Claude Code, где вы работаете, вы должны будете найти стандартный файл компоненты.json, который создается по умолчанию, когда вы разворачиваете ShadCN. И здесь нужно будет добавить поле регистры и прописать конкретные URL регистров, которые вам понадобятся. Вот я нашел для Asernity. И мне еще понравился Call to UI, у них тоже прикольные симпатичные компоненты. И на самом деле на этом сетап завершен. Мы уже можем даже сделать такую вещь. Мы можем задать такой вопрос, какие у меня есть компоненты ShadCN. Вы можете увидеть, что у вас курсор или ваш Claude Code будет запрашивать различные инструменты. Вот, например, здесь он запросил Get Project Registries. И обратите внимание, что тут он уже вернул сразу
у тебя есть такие регистры SHA-2SCN Uncertainty Cult UI. Это на самом деле очень круто, потому что это значит, что он может получить доступ к этим регистрам и начать их исследовать. И как следствие получить компоненты и инструкции по их установке в ваш проект. Звучит как очень простая задача, на самом деле это очень просто и очень действенно, потому что теперь мы можем попросить очень простую штуку. Используй все компоненты и анимации из регистра SHA-2SCN и создай мне красивый лендинг. Помните, мы в прошлый раз это уже делали, лендинги, ну вообще говоря, так себе. Обратите внимание, как он сейчас создает этот лендинг, он обращается к разным инструментам из MCP сервера SHA-2SCN и задействует разные регистры. И давайте посмотрим на результат. Так, вот у меня мой лендинг, который на localhost 3000. Так, обратите внимание. Он сразу ставил какой-то типовой хедер, неплохо. Так, давайте попробуем проскроллить и обратите внимание, какие тут анимации. То есть это анимации явно не выдуманные самой нейронкой, он явно использует уже какие-то подготовленные анимации. Так, обратите внимание, какая анимация тут. Тоже довольно часто встречается, какая-то типовая анимация. Так, у нас даже есть тут карточки, смотрите, как текст работает, интерактивные карточки, интерактивные элементы. Бэкграунд явно тоже не случайный. Даже вон прайсинг тоже с анимированными карточками. И футер, в принципе, тоже выглядит солидно. Но, естественно, с такими сайтами есть проблема. То есть этот результат намного лучше, чем если бы мы просто попросили нейронку создать нам сайт, и видно, что тут есть какая-то система, используются компоненты, и для такого простого промпта, как мы его попросили сделать, просто красивый анимированный лендинг, результат более чем хороший для первой итерации. Но при этом ощущается некоторая бессистемность. Какие-то компоненты были надерганы, какие-то анимации применились, какой-то лейаут был применен, и в принципе на этом все. А можно ли инструктировать нейронку таким образом, чтобы она следовала какому-то плану и внедряла компоненты и анимации системно? Да, можно. Давайте теперь подойдем серьезнее к нашему вопросу и прям посмотрим, какие компоненты и лейауты у нас будут. Да, отлично, тут есть директории, есть карточки и много-много разных приколюх. Обязательно будем использовать эту директорию. Итак, мы возвращаемся в компоненты, убеждаемся, что у нас есть все необходимые регистры. И сейчас мы с вами посмотрим, что такое команды для курсора, для Claude-кода. Это очень похожие вещи. Нужно будет посмотреть вот на эту ссылку. Команды для курсора — это некоторая заданная последовательность действий, экшены, проверки, чекбоксы, которым будет следовать ваш агент, когда вы его попросите исполнить ту или иную команду. Это может быть цепочка команд, они могут быть вызваны прямо в промпте, и там могут содержаться как overview, да, то есть базовое описание команды, так и шаги, которые должен пройти агент, так и непосредственно to-do лист, которому будет следовать ваш агент, когда вы его попросите исполнить ту или иную команду. Поэтому вы идете в вашу нейронку, в Claude или в ChatGPT. Допустим, я хочу создать приложение для доступа к своим документам, где их можно создать и прочитать. Дальше я описываю, какие страницы мне нужны. Страница логина, страница дашборда, страница документа. И дальше я начинаю описывать все действия, которые должна исполнить нейронка, выполняя эту команду. Например, мы с вами знаем, что у нас с вами уже есть подключенный MCP сервер SHA-2SCN, то есть нейронка должна сходить в этот сервер, узнать, какие компоненты существуют, создать некоторый roadmap, каким образом она это будет делать. То есть там на самом деле довольно большой промпт, вы поэкспериментируете и попросите вашу нейронку именно максимально подробно создать некоторый план действий и обязательно дайте как референс одну из команд из документации курсор. Я, например, сразу попросил создать две команды. Первая команда составляет конкретный план действий, то есть без какого-либо создания приложения. А вторая команда будет уже создавать непосредственно приложение на основе плана действий, который был создан в шаге номер 1. И теперь я смогу сказать что-нибудь типа такого. Создай приложение, пока только UI, бэкэнд мы не будем с вами создавать. Какие будут страницы? Страница логина, страница дашборда, там список всех документов, страница документа. Там его можно открыть и почитать. И дальше мы должны просто добавить команду. Каким образом добавляется команда? Вы нажимаете слэш и выбираете эту команду. Если у вас нет еще ни одной команды, вы здесь нажмете Create Command, сделаете какое-то название команды, и у вас откроется пустой Markdown, куда вы занесете вашу команду из чата GPT. И, соответственно, промпт будет учитывать и мои непосредственные слова, и саму команду. И как следствие, так как мы его попросили создать некоторый план действий, вы сможете увидеть, что здесь в нашем плане действий уже описано все, что нам нужно, какими компонентами мы располагаем, какими компонентами нужно будет пользоваться. Даже сама структура приложения, все это здесь описано, и у нас это в конкретном нашем плане, который мы потом сможем использовать. Кстати, вот эти все команды, если вдруг вам нужен будет референс, я положу в свою про-группу, и там даже будет исходный код этого приложения. Если вам нужно будет на него посмотреть подробнее, заскакивайте обязательно на нашу про-группу, ссылка будет тоже в описании.
А теперь мы знаем, что у нас уже есть прямо конкретный план действий, которым будет пользоваться наша нейронка, чтобы создать наше приложение. Давайте посмотрим, каким образом это делается. Вы удивитесь, но это делается прямо таким образом. Вы указываете слэш, вашу команду, и в этой команде прямо описано, что мы должны воспользоваться планом, который был подготовлен на шаге номер 1, и идти строго по шагам этого плана для того, чтобы подготовить нам приложение. Как вы видите, тут огромный чек-лист, и вы тут можете увидеть, что этот шаг включает опять же использование MCP-сервера активно, потому что в нашем плане было прямо расписано, какие компоненты, какие лейауты нужно откуда брать для того, чтобы установить в наше приложение, а потом еще имплементировать на конкретной странице. То есть это огромная работа, которая сделана нейронкой, но за один промпт. И на самом деле это приводит к замечательным результатам. Давайте откроем наш терминал и сделаем npm run dev. И откроем наш localhost. Смотрите, у нас открывается приложение, где есть страница логина. И эта страница логина выглядит вообще не случайно. Более того, здесь применен совершенно не случайный бэкграунд и анимация. Давайте посмотрим, откуда он взял этот бэкграунд. Перейдем в компоненты и посмотрим на background lines. Обратите внимание, что это прямо конкретный background lines, очень точно примененный с первого раза к вашему приложению. И даже, смотрите, он подготовил демо-доступ, введите email и пароль такие-то, чтобы получить. То есть это совершенно рабочая форма, она не пропускается любым паролем. Давайте пробовать сюда вводить password. Войдем в наш дашборд. Смотрите, нам выскочил снэк, успешный вход, что очень круто. Посмотрите, как выглядит наш дашборд. Здесь крутые карточки. Карточки адаптивные. Они подстраиваются под ширину нашего дашборда. Здесь уже правильные тултипы. Более того, он сюда применил даже переключатель тем. Смотрите, наша темная тема тоже работает, тултипы работают. Давайте попробуем что-нибудь поискать. Да, то есть поиск сразу работает, сразу из пакета. И даже кнопка «Посмотреть документ», она полностью рабочая, потому что мы просили создать 3 типа страниц: логин-страницу, дашборд и непосредственную страницу документа. Смотрите, у нас тут есть и заголовок, и какие-то теги, и даже сам текст документа, и рабочие кнопки, например, назад к панели управления. То есть я прямо акцентирую внимание, что если мы подходим подготовленно, пользуемся клево MCP-серверами, подключаем нужные нам регистры, делаем правильные команды и пошаговые инструкции для нашей нейронки, то крутые результаты, особенно в части построения интерфейсов, можно добиваться буквально за считанные минуты. Исходный код, если вам нужно, будет в моей про-группе, а все ресурсы, которыми мы пользовались, для того, чтобы вы могли воспроизвести шаг за шагом этот workflow, будет в бесплатной телеграм-группе. Залетайте, забирайте. Ну и хорошего дня!